автомобиль двойного назначения, то есть они могли быть как машина связи. Машина к нам попала в формате именно капсулы, то есть не было больше ничего, все остальное воссоздавалось по чертежам. Ребята, всем привет, это я, Инстапапа. Дима, вы уже знаете по предыдущим серии гараж, так сказать, ретро-техники братьев Барышников. Ссылка на их YouTube-канал будет внизу под видео в описании. Обязательно посмотрите. Очень интересный канал. Ну, а мы сегодня вам покажем, наверное, автомобильную тематику военного образца. Военных лет, да, военного образца. Так. Поэтому начнем. Начнем. Но именно в военной коллекции у нас есть два варианта реставрации, которые вы можете увидеть. Первый вариант реставрации – это классический, как мы восстанавливаем автомобили, то есть в том виде, в котором было изначально предусмотрено заводом-изготовителем. То есть автомобиль восстанавливается, опять-таки, в нулевое состояние, то есть проходят все этапы нашей глубокой реставрации. То есть вот этот представленный автомобиль называется Dodge VC63, автомобиль 1944 года. Машина приехала к нам из Америки, приехала, к сожалению, частично разукомплектованная, но благодаря именно универсальности самой модели нам удалось ее восстановить в первоначальном виде. Ну и плюс чертежи, слава богу, остались, поэтому это очень был труд, такой кропотливый труд, но результат, как говорится, налицо. Это вот один из тех вариантов, когда мы восстанавливаем машину как раз вот от и до, то есть в данном случае нам существенно повезло, до сих пор можно найти на этот автомобиль оригинальную резину. Ее до сих пор производят. Можно найти оригинальные, родные, абсолютно в идеальном состоянии фары, приборы. То есть автомобиль уже идет такой достаточно сложный с точки зрения своей конструкции. То есть это предусмотрен ряд обязательных приборов на приборной панели. Поэтому мы постарались, соответственно, еще на этапе комплектации автомобиля, то есть сформировали полностью весь запас, и, собственно, результат вы можете видеть сейчас. Результат шикарный, конечно, да. То есть таких, даже вот подобия таких автомобилей на начало войны у нас, к сожалению, не было. То есть это полноприводный трехосный автомобиль, который не только мог служить как грузопассажирский, но еще мог перевозить там различные артиллерийские установки, в том числе небольшие минометы можно было устанавливать внутри. Тягача да, ушел, да? Да, и вести огонь. Второй вариант восстановления военной техники представлен на вот этом автомобиле. Называется автомобиль Chevrolet 1939 года выпуска. Автомобиль с историей. На этом автомобиле приехал боевой генерал с Польши в свое время. Ему разрешили оставить этот автомобиль для личного пользования. То есть он прожил долгую жизнь. В процессе реставрации мы, когда приступили к этапу глубокой реставрации, машина у нас просто посыпалась. То есть она имеет пулевые ранения. Да? Да, машина переворачивалась, ее как могли ремонтировали и так далее. Поэтому нам было принято решение сохранить ее как кусочек истории. То есть мы сделали на ней ходовую часть полностью, двигатель, восстановили салон. Причем салон, как нам просто повезло, что сохранилось очертание и лекало внутри от предыдущей обшивки. Причем раньше как перешивали салоны? Предыдущую же обшивку не снимали, делали как чехлы просто сверху. И вот этот многослойный пирог, когда разбираешь, ты в принципе видишь, какая должна была быть фактура, есть от чего оттолкнуться. То есть здесь не было задачи выводить все в ноль, потому что это было в принципе невозможно, да и, собственно, не стояло такой цели, потому что это, по сути дела, передвижная история. Да, которая рассказывает о том, какие тяготы были в период войны, да и в послевоенное время не совсем и сладко пришлось. Плюс надо понимать, что не было как таковых там автосервисов, ремонтников, технологий восстановления автомобилей. Поэтому вот что имеем, то имеем. То и сохранили. То есть наша задача сейчас дать ей, по сути дела, возможность прожить еще не один десяток лет, да, и дальше продолжать нести этот кусочек истории. Еще один автомобиль, который есть в нашей коллекции, который восстановлен по такому же самому принципу, это автомобиль ГАЗ М1. Это он тот, да? Да, 1936 года. Машина реально ветеран, то есть она действительно участвовала, поэтому задача была примерно та же самая. То есть восстановить ее ходовые качества, чтобы она могла передвигаться. И, по сути дела, этим мы и занимаемся. То есть на Парад Победы одна из первых машин, которая выехала из нашего ретро-гаража, это была вот эта машина. Слушай, ну здорово. Ну по ней видно, да, что она такая прям боевая. Но я по фильмам как бы очень много таких машин видел, и вот вживую первый раз я как бы... Ребят, кто будет смотреть, да, я вам скажу так, что реально внушает такое доверие, мощность такая, она прям
Ну, брутальный аппарат, брутальный. Что ж тут говорить. Следующий представленный экземпляр, он был наиболее массовый в период войны, называется автомобиль «Виллис». Два завода производили «Виллис», производил непосредственно сам «Виллис», но поскольку не справлялся с объемом заказом, ему помогал «Форд». То есть вот этот автомобиль, это конкретно Ford GPV 1944 года. Причем эти автомобили поставлялись в полуразобранном виде, поставлялись в виде коробок, которые штабелями грузились на палубу корабля и переправлялись через океан. Это было на самом деле еще и удобно в том плане, что автомобиль можно было закидывать авиацией в труднодоступные места, и там лежала инструкция, как какие два бойца обученных, которые в течение нескольких часов должны были собрать и уже передвигаться, вести подрывную деятельность в тылу врага. Я знаю, что и мотоциклы тоже были такие, которые доставлялись десантом и собирались внизу. Ну, кстати, на самом деле машинка такая достаточно интересная, знаменитая. Вот эта вот решетка, это вот, ну, это классика Это жанра. первый джип. Ну первый да, джип. Вообще первый вся джип. эпоха джипов началась с этого автомобиля, по большому счету. Причем Да. в нашей практике мы всегда перед 9 мая мы тренируемся, мы машины всегда обкатываем здесь на территории, чтобы убедиться, что они действительно проедут по парад Победы, потому что это тоже достаточно волнительный момент для нас. Важно самим не опозориться. Ну, это да. Да, поэтому вот накануне одного из выездов мы тоже здесь совершали тренировочные маневры определенные. И когда наступил день Ч, 7 утра, 9 мая, мы приезжаем в форме, все, я сажусь за руль и в сапогах одной ногой нажимаю две педали. Без вариантов, я на нем ехать уже не мог. А тренировались в кроссовках. То есть надо просто учитывать то, что конфигурация машины, она была рассчитана немножко, ну, не для моей комплекции. Ну да. Собственно, вот наши выезды на 9 мая, это, если не ошибаюсь, 2013 год, наверное, да, 2013 год. А вот на вот этой хронике отражены те автомобили, которые есть у нас в коллекции. То есть в том числе американские автомобили, которые мы сейчас с вами дальше увидим. То есть каждый автомобиль имел свое целевое назначение. Причем если бы не ленд-лизовская техника, неизвестно, чем бы закончилась эта война. Потому что мы, к сожалению, встретили войну На лошадях. не готовыми. Не готовыми. Как бы не прискорбно это было. Да. Да. Ну, продолжение именно ленд-лизовской тематики. Представленный прям образец, такой, да? то, что мы собрали в 2021 году, называется Dodge VC56. Это командирская версия Dodge, причем считается командирско-разведывательная. То есть автомобиль, у каждого автомобиля была своя соответствующая маркировка и свое целевое назначение. Машины именно этим отличались, потому что у них различная была конфигурация и комплектование. То есть каждая деталь этого автомобиля, она здесь находится не случайно. Вот тоже там были вопросы, а нафига надо колесо в этом месте? Ну неудобно же. Не забывайте, то, что это был внедорожник, ключевое слово «вне дорог». То есть задача была не только, скажем так, уберечь там, от каких-то осколков, но и не дать просто тупо вывалиться водителю с его места. Потому что машина могла такие косогоры преодолевать. Каждая деталь у этого автомобиля имеет свое целевое назначение. Вот даже вот эта пятка, она здесь находится не случайно. Это Так. точка опоры для бойца, чтобы вести огонь. Слушай, ну здорово, конечно. Я скажу так, что это круто. Это круто, это по-военному. Такой он прям. Он внушает доверие такой прям, да? Не, автомобиль на самом деле очень классный в том плане, что на нем даже сейчас комфортно ездить. Ну да, с учетом того, что как бы. Что машине там 70 с лишним лет. Но не пробовал вот так вот где-то чуть-чуть. Вот Жалко, чуть-чуть жалко, да? жалко. То есть вот когда машина приходит, например, в каком-то более-менее нормальном еще живом состоянии, без, то есть до этапа реставрации, мы можем немножко пошалить, но опять же тоже смотрим с учетом того, что Без фанатизма. без фанатизма, конечно, мы же их будем дальше потом разбирать, нам нужно от чего-то отталкиваться и что-то где-то оторвать, там оставить, это будет ну просто Да, жалко. потеря. Это тоже, да, какой-то. Вот. К этому мы вернемся чуть-чуть попозже. Да. Так. Вот продолжение именно чисто военной тематики времен Великой Отечественной войны, вот эти два автомобиля, которые также поставлялись по договору Ленд-Лиза, имели отдельное целевое значение. Извини, я перебью. А вообще есть информация, какое количество
американской техники все-таки принимал, ну, примерно Полмиллиона. да? Полмиллиона, да. Причем Ну, это серьезный вклад. по договору ленд-лизом эта техника была возвратная. То есть та техника, которая погибла на полях боя, понятно, что никто там за нее ничего не вспоминал. А та техника, которая осталась, мы должны были вернуть. Либо, если мы оставляем, мы должны были заплатить за нее. И по итогам войны нам выставили сначала сумму порядка $2 миллиардов. Мы, в свою очередь, сказали: ребята, не вопрос, вот вам 150. Они со своей стороны начали тоже пересчитывать, то есть там цифра сошлась, если не ошибаюсь, по-моему, на 1,5 миллиарда. Наши говорят: ну ладно, пускай будет 200. Но у каждого была своя аргументация. В итоге там к 50-му году вопрос не был закрыт. То есть они пришли к какому-то соглашению, но денег так никто не видел. Короче, все как всегда. Все как всегда, да. А техника возвращалась на самом деле в таком формате, то, что им техника как таковая была не нужна. Она свозилась в порты, и там утилизировалась, отправлялся только металл. То есть машина как таковая, все, она заканчивала свою жизнь у нас в Союзе. И что успевали где-то как-то там оставить, скажем так, успевали, но по большому счету за это и расстреливали в то время. За много расстреливали в то Да. время. Представленный автомобиль VC-54 – это автомобиль двойного назначения, то есть они могли быть как машина связи, так и машина санитарной службы. В нашем случае это был автомобиль машина связи, причем при реставрации мы решили оставить кое-какие такие исторические моменты, например, подбитая бровь, мы ее так называем, там, вырванная ноздря, это мы так тут тоже шутили. Машина тоже имеет свой кусочек истории, полностью, опять же, на ходу. И когда мы выкатили ее первый раз на парад 9 мая, даже бывалые ребята, которые с нами выезжают, был первый вопрос: а что это такое? Что-то мы не помним такого. Поэтому историю, ребят, надо учить, она нам пригодится. Да, я задаю сейчас некоторым молодым людям вопрос, и некоторые не могут назвать вообще хронологию, кто сначала был, Сталин или Ленин. Да. Серьезно, кроме шуток. Я говорю, кто был сначала? Многие вообще не понимают. Многие даже не знают, что была Великая Отечественная война, к стыду. К стыду, да. Поэтому создание Парка Победы – это на самом деле большое дело. Да, если большое это дело. будет тема реализована, все-таки это будет замечательно. Историю надо знать, ребят. Вот это был самый массовый автомобиль, как раз по договору ленд-лиза. Называлась эта модель VC-5152, они практически ничем не отличались. Значит, почему Dodge 3/4? Потому что автомобиль мог вести 750 килограмм, то есть 3/4 тонны. В этом, собственно, и была его там ключевая задача. Почему мы решили вернуться именно к этой модели? Потому что это является продолжением военной линейки Dodge. То есть серия VC, она выпускалась именно в военные годы, с 41 по 45 год. Вот этот автомобиль 51 года, называется он М37. Это следующая модель, которая шла уже после войны. Такие автомобили участвовали в войне в Корее, во Вьетнаме. То есть американцы их очень активно эксплуатировали. Уже в своих конфликтах, где они локальных. участвовали. Да. Хорошо, так. Что касается этого экземпляра, это отдельный кусочек истории. Задумка была на самом деле отличная, то есть создать наш полноценный, полноприводный бронетранспортер БТР-40. Машина к нам попала в формате именно капсулы, то есть не было больше ничего, все остальное воссоздавалось по чертежам. И на самом деле очень удачная конструкция в том плане, что все крепится именно к капсуле. То есть нет какой-то дополнительной рамы. Внутрь ставится двигатель, ставятся мосты. Получается все как навесное. Машина очень недолго прослужила официально у нас, постояла у нас на вооружении по одной простой причине. В локальных конфликтах, внутренних, городских, показала свою уязвимость за счет отсутствия верхней части кузова, крыши. То есть машину просто закидывали коктейли Молотова, и они горели. Поэтому после этого БТР-60, БТР-80, они уже были в формате закрытой полностью капсулы, что позволяло обеспечить жизнь. Так-то боковая броня, я смотрю, там экипаж, да, то есть достаточно вместительно. Ну, сталь восьмерка. Двери, как у меня друзья шутят, в стиле обратной ламборджини. Попробуй закрыть. Зарядку делал сегодня? Да. Ну так себе. Только пальцы не прищемили. Да, без пальцев будем остаться. Слушай, тяжеленько, ага. А что за моторы? Это уже готовые агрегаты. Агрегат для ГАЗ-А1, для ГАЗ-М20. Ну, в процессе создания автомобилей, как я уже говорил, у нас используется несколько, как правило, доноров. Если двигатель удачный, например, хороший, просто целый, еще живой, то есть
Почему бы его не сделать для будущего проекта? Согласен. Моторов много не бывает. Да. В продолжении тематики Великой Отечественной войны, именно ленд-лизовской техники, у нас есть еще 3 грузовика Ford G8T. Он не такой массовый, не в таком большом объеме, поэтому очень редко встречается даже в военной хронике. В основном использовался в целях обеспечения тыла. А вот автомобиль Студебекер, О, это всем известно Студебекер, на который это всё. ставилась с 1942 года «Катюша». Потому что до 1942 года ставили «Катюшу» на ЗИС-5, а у ЗИС-5 потом после нескольких десятков, сотен выстрелов у них просто разъезжались задние колеса, деформировалась рама, не выдерживала удара взрывной волны. эти более прочные. Эти были более прочные, более того, их шасси в дальнейшем использовали как раз, начиная с 1944 года, только их шасси стали ставить именно для установки «Катюши». А вообще это, представляете себе, то есть, если сравнить там, наш ЗИС-5 и Студебекер, это полноприводный, трехосный, высокий автомобиль. Джип. Это не джип, это Это полноценный танк реально, которым можно было проехать хоть куда. General Motors, да, дальше у нас? GMC 1944 года. Было их не очень много нам поставлено, но у наших союзников, у американцев и у британцев таких автомобилей было очень много. Причем машина была настолько удачна, что в различном виде, вот именно GMC, он простоял на вооружении до конца 70-х годов американцев. Фильм «Рэмбо. Первая кровь», когда мы смотрим, в конце фильма он въезжает в город. То есть, только там уже стоят двери, а здесь дверей нету, но машина та же самая. Так, это у нас уже отечественный производитель. Это уже отечественный производитель, это уже послевоенный отечественный производитель, это Урал-ЗИС-355, автомобиль, который мы восстановили тоже полностью после глубокой реставрации. За него мы также получили на международной выставке большую золотую медаль. Машина была восстановлена в 2014 году, то есть восстанавливали мы ее в течение 6 месяцев также. Значит, единственное, что нам действительно сейчас помогло и повезло, до сих пор производятся кабины на эти автомобили. Их можно найти. Люди в свое время купили чертежи за какие-то непонятные деньги. Они поняли, что есть спрос на такие автомобили, а у ЗИС-5 такая же кабина стоит. Она деревянная. То есть сохранить ее было нереально. Значит, они на первые несколько кабин там продали по миллиону, по 1,5, и все, и тема заглохла. Но они все равно так или иначе общались с реставраторами, говорят: ребят, что не так-то? Говорят, цена не та. Ну, хорошо, ладно. А сколько была хорошая цена? Ну, в итоге цену пополам порезали. В принципе, всех все устроило. То есть кабину можно купить для восстановления автомобиля и сейчас. Как в них зимой? Зимой, ну, я тебе скажу, Наверное, ощущения непередаваемые. я тебе скажу, что в нем зимой намного комфортнее, чем вот в этом автомобиле. Ага. Да, потому что вот это как раз военная версия полуторки. Комплектовалась она в военное время одной фарой, простые крылья, деревянные пороги, брезентовая крыша, брезентовые двери. Ребята, делалось это на самом деле не случайно, а делалось это по одной простой причине, что жизнь автомобиля она дошла просто на часы. То есть комплектовать их чем-то более дорогим, более затратным не было смысла. Машина выехала, и она, как правило, не возвращалась. А это вот скорая, да? Мы как-то мимо резко пролетели. ГАЗ-55, да. Значит, этот автомобиль он был и в период войны, и в послевоенное время. Фильм «Кавказская пленница». Да. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Это этот пылесос. Это такой же пылесос, да. Но он заводится, да? Этот пылесос заводится. Этот исправно служит и помогает нам, особенно на выездах на парад 9 мая, потому что сюда можно посадить детей безопасно. Им все видно, их видно. Получается в центре событий. Так, наш любимый газик. Да, дальше пошли газики. Это уже образцы, которые стояли официально на вооружении в советской армии. Значит, автомобили мы нашли в достаточно хорошем состоянии. Изначально они не были околхожены, то есть было от чего оттолкнуться. То есть, опять же, взяли спецификацию, которая шла для военной техники, и постарались сделать чисто военный автомобиль. Здесь даже это самое, такие военные номера, да, стоят? Но, скажем так, это уже тематическая тема. Ну, я понял, да. А это там дальше, я так А понимаю, вот это достаточно очень уникальный автомобиль. То есть, что такое ЛУАЗик? ЛУАЗик, слышали все. А что такое транспортер переднего края, знают немногие. Вот это как раз и есть транспортер переднего края. Это плавающий автомобиль санитарной службы. У нее предусмотрено центральное расположение руля и центральное расположение места водителя. Причем сделано это абсолютно не случайно. То есть
При преодолевании водоемов рулевую колонку и сиденье можно было опустить горизонтально, и водителю просто лечь, чтобы его не подстрелили. А справа и слева располагались, соответственно, носилки с ранеными, для того, чтобы их вывести с поля боя. Лебедка тоже она не предусмотрена для того, чтобы таскать машину, исключительно для того, чтобы потянуть носилки с ранеными к себе. Да? Да. Вот это я не знал. Причем у машинки полностью опускается вся рамка, складывается, опускается рулевая колонка, закрывается брезентом, на вот эти лямки, и получается вот такая маленькая коробочка на колесах, которую можно было поднять там шестером, по большому счету. У нее вес там порядка 800 килограмм. А это вот борта, это... Это трапы для того, чтобы можно было съезжать и заезжать. Все понял. Слушай, вот это реально такой... Я первый раз в жизни такое вижу. Я думаю, ребят, вы кто смотрите, наверное, основная масса скажет, да, мы тоже первый раз это видим. Ребят, ну... Первый iPod. Это американская? Да вещь? почему, боже упаси, наша. Наша же? Конечно. Она где-то в какой-то из машин была или... Нет, это отдельная тематика была. Это к вопросу о том, как люди раньше развлекались и веселились. Не только на балалайках играли, водку пили, но еще и музыку слушали. Ну вот ключевое слово пили водку, наверное, это нам всем присуще, ребят. Я вот прямо охота было уже тост сказать, что, ребят, за ваше здоровье. Ну что я могу вам сказать? Ну здесь уже огромное спасибо всем, что посмотрели. Поставьте вот такие лайки. Дим, тебе огромное спасибо за вот этот вот неповторимый экскурс в историю. Ну и, как говорится, ну это круто, ребят. Это круто. Ну, у меня просто слов нету. Это круто и это достойно внимания. Пока. Спасибо.